Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серии видео по созданию вариативного шрифта в FontLab. В этом уроке мы с вами создадим буквы I и буквы J, но для начала нам нужно будет создать точно такие же символы, но без точек. В этом уроке мы поговорим о том, как нарисовать буквы I и J с раздельными компонентами, то есть не просто их нарисовать как есть, а нарисовать заготовку, которую мы в будущем будем использовать для того, чтобы создать другие буквы расширенной латиницы. Потому что если у нас с вами есть задача нарисовать стандартный шрифт, в котором только 26 символов обычной латиницы, то в принципе это не составит труда просто нарисовать палочку с точкой сверху и палочку с крючочком и точкой сверху. Но мы в будущем все равно, возможно, захотим расширить состав нашего шрифта, и нам придется все переделывать. И чтобы не делать это заново, желательно сразу нарисовать наши буквы готовыми к тому, чтобы можно было их потом использовать при создании, например, буквы I, у которой вместо точки сверху, например, тильда, или еще какие-нибудь другие варианты. То есть мы сейчас с вами в этом уроке сделаем заготовки на будущее, потому что, скажем так, собрать стандартную букву I, стандартную букву J мы можем из этих компонентов, и сложного в этом ничего нет. А переделывать потом все заново, это прям скучно и неинтересно, и никому бы я не желал этого. Если вы посмотрите на шрифт, который я сейчас открыл, вы увидите, что буква I и буква J имеют вот такие иконочки, которые говорят нам о том, что эти ячейки состоят из компонентов, и собраны они автолейером. Об этом, возможно, мы с вами уже говорили, либо еще поговорим. Я записываю этот урок значительно позже остальных, поэтому точно не могу сказать. Но так или иначе, наша сейчас задача сделать вот эти заготовки, из которых собрана эта буква. Для этого нам понадобится сделать отдельно точку, которую мы потом используем сверху в этих буквах, и отдельно нижнюю часть, палочку в букве I и вот эту J без точки сверху. Для этого нам нужно выбрать кодировку Latin Pro и там найти там серые вот такого рода ячейки, сделать двойной клик по ним и, соответственно, нарисовать их. Поэтому я сейчас удалю то, что у меня здесь уже есть, и мы создадим все с нуля. Итак, я выбрал сортировку Latin Pro и удалил то, что нам не нужно. Мы, во-первых, видим вот здесь буквы I и J, мы сейчас их пока создавать не будем, а найдем те буквы, которые нужны для основы. На вот это все не обращаем внимания. В списке вот этого всего мы можем найти вот такую букву I без палочки. Если мы задержим на ней курсор, мы увидим, что она называется Dotless I. И точно такую же букву J, которая называется Dotless J. Это то, что нам нужно. Поэтому мы делаем двойной клик по одной и по второй. И нам, соответственно, нужно же создать еще и точку. Для этого мы находим в списке вот этой диакритики, всяких символов, которых у вас еще, скорее всего, нету, либо они уже есть, не столь важно. Мы находим вот такую точку под названием Dot Accent. Мы ее создаем. Здесь у меня уже что-то подтянулось, поэтому я пока это удалю. У вас, скорее всего, там ничего не будет. В общем, нас интересует сейчас три символа. Мы их открываем вместе. Можно начать, на самом деле, даже вот с просто палочки. Я ее выделю, например, вот таким цветом, чтобы легче было ориентироваться. И найду букву L, которая у нас отвечает за то, чтобы отвечает за то, какие пропорции в нашем шрифте. Поэтому я выбираю ее и выбираю вот эти две буквы. И что теперь мне нужно? Мне нужно теперь вот сюда добавить этот контур. Поэтому я в каждом из мастеров делаю, за счет того, что у меня есть возможность копировать напрямую, не переходя в глиф, это Edit Across Glyphs, я могу просто контур вот так копировать и вставлять. Теперь нам нужно ее уменьшить и задать ей метрики соответствующие. Так как это у нас обычная палочка, скажем так, ее можно сделать равной букве L, поэтому я беру и пишу вот сюда букву L, латинскую, это то, откуда мы копировали, и копирую все эти метрики на остальные слои. Кликаю вот сюда и кликаю сюда. Теперь у меня все имеет одинаковые метрики и ссылаются на эту букву. Теперь мне нужно ее уменьшить. А для этого я захожу, вот я вижу, что здесь 730, мне нужно, чтобы она была высотой с букву N, потому что N у нас отвечает за высоту строчных символов, поэтому я беру и вот это все дело уменьшаю.
с буквой I без точки мы разобрались, здесь в принципе все окей, теперь нам нужно сделать точно такую же букву J. Как именно J создавать я показывать не буду, я просто ее добавлю из готового шрифта. Но основную идею вы понимаете, просто ее рисуем и все, только без точки сверху. После того, как я их добавил, у меня получился вот такой вот набор символов. Обычная буква L, точно такая же буква I, но без точки, достаточно там маленькая. И такая вот буква J. В принципе, сложного здесь ничего нету, но теперь нам нужно разобраться с метриками буквы J. Если мы посмотрим, мы увидим, что у нее, скажем так, если мы видим их в ряд, мы видим, что здесь слишком большой пробел. Нам нужно это дело компенсировать. Я не могу ее просто взять и привязать к букве L. Точнее, я могу, но результат будет не очень хороший. Если по правой стороне меня все устраивает, то по левой стороне мне что-то не очень это нравится, поэтому я это все дело скопирую на разные мастера, а дальше мне нужно ее подредактировать. Здесь я что могу сделать? Я могу просто удалить букву L и, например, попробовать подобрать подходящее количество юнитов и посмотреть, сколько мне нужно. Вообще, сколько мне, в принципе, нужно. Вот здесь мы видим, что 52, значит, вот здесь мне нужно сделать тоже 52. Поэтому я примерно вот так сейчас подбираю, делаю. Ну, как вы понимаете, это не очень удобно. 52, вот, допустим, 35. И все окей, но теперь я не могу просто взять и скопировать это в другие мастера, потому что здесь она не будет соответствовать. Здесь, например, здесь 45, здесь тоже 45, здесь все хорошо, а вот здесь 30 и 35 уже имеет некоторое различие. Поэтому, чтобы, в общем, это все не настраивать, мы можем здесь задать форму. Ну, точнее, нам настраивать все равно придется, но и в будущем, если вдруг мы поменяем значение вот этих метрик, здесь нам ничего не придется настраивать, потому что оно автоматически будет подвязано под эти размеры. Для этого нам нужно сделать вот что. Мы смотрим, что здесь у нас, например, 52, и здесь 52. Теперь я здесь могу написать L, но теперь вычитать из этого значения метрики, чтобы у нас вот здесь получилось 52. Для этого нам нужно сделать вот что. Открываем калькулятор. Из 139 вычитаем 52, у нас получается 87. Я пишу здесь минус 87 и получаем 52. Отлично. Переходим сюда, смотрим, что здесь. Мы можем скопировать вот сюда на все наши мастера левый полуопрож, но вручную ее подредактируем. Здесь у меня 45, здесь 48. Значит, здесь нужно написать, например, 80. И получается 45, 45. Отлично. Теперь здесь 66, здесь 59. Попробуем здесь тоже 80. Нет, 80 это много. 70. Так, получается, наоборот нужно сделать. 95, допустим. 58, 59, почти угадал. Опс, это много. Проверяю. 59, 59, отлично. В общем, по такому принципу проходим по всем мастерам, и у нас все уже привязано выражениями. Если вдруг я здесь поставлю, например, 40, то здесь у меня автоматически подтянется. Ну, допустим, вот я здесь сделал 52, здесь 52 через эту формулу, и теперь, если я в L поставлю, например, 20, и перейду сюда, то у меня здесь 42 и здесь 42 с учетом вот этого хвоста. Разумеется, если я вот здесь форму этого хвоста немножко увеличу, то у меня слетит вся эта настройка, и мне ее нужно здесь подкорректировать. Поэтому, разумеется, метрики настраиваем только после того, когда мы уже полностью нарисовали наш глиф. И теперь уже здесь у нас нет никаких проблем. Проблемы только у нас на том этапе, что если мы сейчас продублируем несколько раз этот символ, он у нас будет врезаться вот сюда. Но это потому, что хвост сам по себе длинный. И для этого нам в будущем нужно будет сделать отдельный кернинг для вот этого сочетания, либо иначе подкорректировать через контекстные замены, через опыта фичи, так, чтобы J не врезалась. Но это уже отдельная история, это мы с вами обязательно сделаем, но это в других уроках. В общем, сейчас пока я лишнее удаляю, нам нужно сделать так, чтобы эта буква превратилась в букву J, к которой мы привыкли. В общем, пока у нас все готово, и в таком виде мы делаем дальше манипуляции с этим шрифтом. Я удалил лишние глифы из нашего шрифта, чтобы они нам не мешали, поэтому, когда мы включаем Latin Pro, мы видим только то, что мы с вами нарисовали уже. Опять же, в зависимости от того, когда вы смотрите этот урок, там где-то что-то у вас уже может быть, чего-то может не быть, это не столь важно. Важно, что здесь у нас остались dotless I, dotless J и dot акцент, который нам необходим для того, чтобы мы могли сделать букву
J и I. Поэтому открываю dot accent с маленькой буквы написанной. И теперь нам нужно создать вот здесь ту самую точку, которую мы хотим добавить. Вообще мы, в принципе, можем вот это скопировать и вставить вот куда-нибудь вот сюда. Если у вас не видно вот этого окна, вы можете включить View, Control Bars и Text Bar. В общем, я перехожу сюда, и теперь мне нужно нарисовать здесь кружочек, который я буду использовать в этих буквах. Я сейчас не буду тратить на это время, поэтому просто добавлю его из существующего шрифта. Я добавил точку в разные начертания, вот она у нас здесь есть, и уже теперь я могу ее добавить вот сюда, через компоненты, но к этому мы сейчас подойдем. По поводу самой точки, она, как правило, если мы говорим о ее размере, зачастую всегда немножко шире, чем толщина вот этого стема вертикального, потому что если сделать ее точно такого же размера, круглую, как мы помним из-за оптической компенсации, она будет казаться очень маленькой. Поэтому, когда мы говорим о жирном либо нормальном начертании, зачастую она всегда немножко больше. В моем случае, например, она больше аж на 30 юнитов. Но мне в процессе работы показалось, что в среднем таком начертании оно вполне уместно смотрится, то есть чуть-чуть больше, потому что когда мы смотрим это в рамках текста, это вполне себе нормально выглядит. В балде оно, в принципе, тоже у меня на 30 больше, и это тоже меня устраивает. А вот в лайте это зачастую заметно сильнее, потому что здесь уже часто бывает ширина больше. Если мы говорим о каком-нибудь сверхтонком начертании, где прямо там 10 юнитов толщина, то там вообще зачастую она очень-очень большая. Например, если мы посмотрим шрифт Zasker и самое тонкое легкое начертание, мы увидим, что размер вот этой точки почти в 3 раза больше, чем толщина самого стема. То есть не просто там на 20, на 30, а прям вот в 2 раза толще. Потому что если мы сделаем точку такого же размера, как вот этот вот вертикальный стем, толщиной там, предположим, 16 юнитов вместо 14, она будет очень-очень маленькая и почти незаметная. Поэтому всегда, когда мы говорим о шрифте в тонком начертании, точка, чтобы была различима, нам нужно ее сделать в тонком начертании, там в каком-нибудь супер-супер тонком, больше, ну, раза в 2, наверное, чтобы ее можно было заметить. Но когда мы говорим про какие-нибудь жирные начертания, там, разумеется, нет необходимости делать ее супер большой. Например, в Zasker я сделал здесь 30, и в самом-самом жирном тоже у нас разница здесь вообще вот в 20, потому что здесь нет необходимости делать ее намного больше, там в 2 раза больше. Поэтому, когда вы рисуете ее, учитывайте оптические особенности. Но это потому, что она у меня круглая. Если бы она у меня была квадратная, а такое у меня тоже есть в этом шрифте, если, например, я сейчас включу фичи и переключусь на стилистический сет с квадратной пунктуацией, мы увидим, что она у меня точно такого же размера. То есть мы видим, что она такого же размера, но если мы говорим о круге, то она у меня шире. Если посмотрим сюда, то здесь еще более это заметно. А если, например, мы посмотрим на тонкие начертания, то здесь, казалось бы, при каком-нибудь таком насыщенном начертании они у нас имеют такую же толщину, как толщина вертикального стема, но если мы посмотрим на тонкое, то мы все равно видим, что из-за той же самой причины, что в мелком размере точка будет почти незаметна, нам нужно ее увеличить, ну, не то чтобы там в 2 раза, ну, здесь, в принципе, да, в 2 раза они у нас больше, даже несмотря на то, что она квадратная, хотя при жирном начертании она, конечно же, такого же размера. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.